Как найти подмененный ложный элемент в картине мира? Я его ощущаю, вижу десятки проявлений в жизни, идущих из него, но самого его идентифицировать не могу. Он как пустая клетка, построенная на лжи, на которую не опереться. Кручусь вокруг, но не вижу, не могу назвать. Оттого и не получается заменить на истину. Ведь не ясно, что менять. Как его вычислить, и с той ли стороны я зашел? Значит, вопрос, как найти подмененный ложный элемент в картине мира. Вопрос нетривиальный. С моей точки зрения, вопрос на самом деле не особо и оправданный. Да? То есть не так важно понять, какой элемент ложный в картине мира. Потому что жизнь строится не картинами мира. Картина это прекрасно. Но жизнь строится рисунком палитры ваших переживаний. Даже не рисунком, а палитрой. Да? Палитрой ваших переживаний. Палитрой переживаемых состояний. Чувствами, эмоциями, ощущениями. Вот этим строится жизнь. Вот это рулит. Это играет игру. Это правит балом. А картина мира это просто следствие. То есть люди же, они на самом деле, они балуются. И они склонны подгонять картину мира под то, что они чувствуют. Вы же понимаете, что человек... Вот женщина заблокировала себе эмоции. Я только что разговаривал с женщиной, да? Вот буквально там пару часов прошло. Проводил поиск игры. Напрочь вообще заблокированы у человека эмоции. Но, соответственно, в жизни нету ни близких отношений, ни друзей, ни подруг, ни любви, ничего. Спрашиваешь, как так? Как ты к этому относишься? Она говорит, ну, как так? Ну, без любви, говорит, можно жить, а без денег нельзя. Вот тебе, пожалуйста, да? Вот тебе, пожалуйста, в системе ценностей любовь поставлена ниже, чем деньги. То есть человеческие отношения поставлены ниже, чем деньги. Да? Я сейчас не буду говорить, это так или не так, это правильно или неправильно. Ну, точнее, я не буду сильно вдаваться, почему это правильно или неправильно. Но как минимум стоит придать хотя бы равное значение. Ну, то есть, чтобы важно было в жизни и одно, и другое. Уже не заходя там глубоко, насколько там одно более важно, чем другое, да, но хотя бы их поднять на уровень равенства, чтобы внимание хотелось бы направить и туда, и туда. Но нет, у нее отношения вообще ниже плинтуса, а деньги выше всего. Соответственно, ни женственности, ни мужчины нормального, ни любви к себе, ни нормальных, ни нормальной палитры эмоций, которые может себе женщина создать. Ничего этого нет вообще у человека. Но при этом это вот все, что я перечисляю, все просто обесценено. Без этого можно жить, без этого можно жить, это не так важно. С этим мы переживем. Вот картина мира. Ну то есть что толку в ней искать? Да? Что толку в ней искать какие-то, как ты написал, ложные элементы, да? Ну, когда, по сути дела, она просто подогнана под то, как она чувствует. Вот что на самом деле происходит. Именно поэтому, понимаете, жизнь невозможно изменить головой, инсайтами, пониманиями. И все, кто смотрит видео мои или чужие, это прекрасно обновляет свою картину мира. Но это не может изменить вашу жизнь по-серьезному. То есть никакой дяденька с экрана, что бы он ни делал, куда бы он вас не погружал, или тетенька с экрана, да, он никогда не сможет достаточно сильно изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Почему? Потому что, чтобы ваша жизнь изменилась, нужно поменять переживания. Может ли поменять человек с экрана вам переживания? Может. Он может сделать их внешне более приятными, более гармоничными. Но по факту это всегда будет потерей для того, с кем это произошло. Почему? Потому что, по сути дела, это хирургическая операция. Кто-то вторгся в ваш внутренний мир и поменял вам какие-то настройки. Чтобы этого не происходило, вы должны понимать причинно-следственные связи. И работу делать самостоятельно. Поэтому у меня вот все видео построены таким образом, что я
долго и нудно объясняю. Вот это, вот так-то, потому-то, вот в связи с тем-то, а если вот так, то вот так, а если вот это, то вот это, да. Но я стараюсь, чтобы не я человеку что-то навязал, да, а чтобы вы увидели всю картину и оценили для себя, это вам подходит или нет. И понимали каждый шаг ну, в логике, да, в том, как все построено, откуда взялись выводы. И понимая эту логику, я-то имею в виду, да, что вы дальше берете и что-то делаете со своим телом, да, то есть вы, ну, грубо говоря, идете на какой-то там соответствующий тренинг или мероприятие, или самостоятельно создаете себе упражнения и что-то делаете. А складывается такое ощущение, что большинство людей исходит из того, что послушав вот это, ну, уже все, вот изменение произошло, я же понял. Оно не произошло. Оно не произошло. Произошло другое. Голова сдвинулась в своем понимании. А тело-то осталось как было. Понимаете, произошел-то на самом деле разрыв. Голова сдвинулась, а тело осталось. Голова сдвинулась, а тело осталось. Голова сдвинулась, а тело осталось. А изменений так не происходит. Изменение происходит. Голова сдвинулась, что-то в теле поменялось. Голова сдвинулась, что-то в теле. Вот тогда оно как гусеница ползет, да? Тело в новое состояние. Человек меняется. Поэтому я не разделяю сам вопрос твой, Виктор. Понимаешь? Я не разделяю сам вопрос. Без разницы, что там в картине мира. Важно найти те переживания, которые создают проблему. Вот. Ну, в принципе, как только ты найдешь их, сразу же и откроется элемент в картине мира. Переживание ищется ну, определенным образом. Если ты проходил поиск игры, то это значит, что у тебя это уже было, как бы, я не знаю, может, ты недопонял, тогда ты можешь задать вопрос тому, с кем ты искал игру. Или, может быть, ты, я не знаю, там, это не воспринял, не придал этому значения там, и так далее. Да? Ну, вообще поиск игры, он заканчивается тем, что у человека полная палитра его переживаний. По крайней мере, со мной это происходит так. И единственный вариант, при котором это не происходит, это если человек просто, ну, не обращался в итоге потом к результату поиска игры, да, и просто об этом забыл. Забыл. Вот. Ну и, соответственно, ему снова приходится что-то искать. А так вообще после поиска игры такого вопроса быть не должно. Ну, а технология такая, что, по сути дела, ты должен посмотреть на свою жизнь в целом и увидеть в ней суть, концентрат, общее. Общее, то есть какому единому смыслу подчинены все твои действия, все твои поступки, все твои, ну, что бы ты ни делал. Все твои выражения себя наружу во внешний мир и все твои внутренние действия, которые ты сам с собой совершаешь. Вот тогда это будет, соответственно, ответом. Но сделать это непросто. Почему? Потому что, чтобы определить вот этот ключевой смысл, надо знать, какие бывают смыслы. Ну, собственно, это главное, да? Это главное. Вот почему я никогда, вот ни разу в жизни я не прислушался, когда мне человек говорит там, о, я нашел свою игру сам. Ну, во-первых, такого не было. То есть не было такого, что ко мне человек пришел, он все знал. Ни разу. Вот за все годы. А во-вторых, чтобы найти свою игру, надо же знать все игры. Ну, то есть все, не все игры, все смыслы возможны. Всю палитру смыслов. Всю палитру смыслов, в которые может, по идее, впасть человек. Да? Ну, так как я занимаюсь этим 10 лет, то оно у меня оно есть. Да? То есть, как бы, как на пианино, есть набор клавиш. Вот и, грубо говоря, все сводится к идентификации, какая именно в данном случае. Ну, там, посложнее немножко, какая комбинация, но тем не менее. Вот. А как найти это, не зная всех этих смыслов, это совершенно невозможно с моей точки зрения. Поэтому, во-первых, вопрос с моей точки зрения не актуален. Во-вторых, если ты не занят этим так же, как я, годами с утра до ночи каждый день, то он и не решаем. Ну, до конца, то он и не решаем. Вот. Ну или надо очень серьезно запариться с этим, посвятить этому годы. Мне кажется, проще прийти и сделать это. Значит, технологии еще раз, да? Ты берешь все сферы жизни, смотришь свои проявления, и надо найти ту комбинацию смыслов, да, ту формулу, ту комбинацию смыслов, которую ты отыгрываешь постоянно и везде. Ну и это и будет, собственно, из этого будет вытекать
как ты выстроил свои переживания, из этого будет вытекать, как ты выстроил свою картину мира, и на этом и будет видно подмена.